Всем привет, я в Каире, но буквально 1 декабря я снова возвращаюсь в Таиланд. В этом видео я хочу показать вам, как выглядит новый музей, который официально открылся 1 ноября, и я побывала там 4 числа. Покажу, каким образом туда добраться, какой район выбрать для проживания, варианты отелей, и также покажу, какой аэропорт будет лучше всего. И давайте я покажу район, в котором я сейчас нахожусь. Покажу. Сейчас я в районе под названием Беверли-Хиллз. Вообще в Каире я живу уже порядка 2 лет. Не самый удачный вариант для проживания, лучше Таиланд или Вьетнам. Так вот, в этом районе скоро откроется Marriott. Ну как скоро, наверное, через год. Если вы планируете посетить Макдональдс в Египте, то здесь так же, как и в Эмиратах, в Арабских Эмиратах, лучше установить приложение, тогда цены будут намного приятнее. Лучшим аэропортом прибытия для посещения Каира будет аэропорт Сфинкс. Стоимость перелета из Новосибирска на одного человека в одну сторону на ближайшие дни составит 22 262 рубля, а из Москвы всего 12 367. У нас есть 4 варианта отелей в районе Шейха Заид. Первый Краун Плаза, дорога займет около 30 минут. Стоимость такси 560 рублей. И в Египте всегда лучше выбирать категорию комфорт. Тогда вероятность негативного опыта будет меньше. Стоимость проживания сейчас около 15 тысяч фунтов за ночь. Отель находится прямо на территории торговой прогулочной улицы с кафе и ресторанами, а также здесь алко-бары. Здесь будет много туристов, в основном, конечно, из Саудовской Аравии и современная египетская молодежь. Следующий отель находится в паре шагов от предыдущего. Он самый новый, открылся пару месяцев назад. И стоимость проживания здесь сейчас около 17 тысяч фунтов. Рядом есть торговый центр Галерея 40 с модными ночными клубами и, конечно же, кафе и рестораны. Здесь вы встретите молодых и активных специалистов египетского бизнес-сообщества. И последние 2 отеля расположены в Новой Гизе. С инфраструктурой, правда, там пока еще не так все развито. Дорога до аэропорта займет около 30 минут и 530 рублей на такси. Это также 2 новых и современных отеля – Hyatt Regency и Hyatt Centric. Regency сейчас имеет стоимость проживания около 11 тысяч фунтов и Centric 13 тысяч за ночь. Дорога от этих отелей до нового музея составит всего 10 минут и 160 рублей на такси «Комфорт». В музей лучше всего приезжать с утра, потому что его территория невероятно огромная, а еще совсем скоро музей свяжут новым мостом с пирамидами, передвижение по которому будет доступно только для гольф-каров и пеших прогулок. Поэтому я понятия не имею, как можно здесь успеть все за один день. 1 ноября 2025 года президент Египта торжественно объявил об официальном открытии музея. На церемонии присутствовали представители разных государств, трансляцию показывали по всему миру. Шоу было невероятно масштабным, технологичным и символичным. Строительство музея длилось почти 20 лет. И сейчас я хочу показать вам, как это выглядит изнутри, поделиться атмосферой, ощущением момента и тем, насколько грандиозным оказался этот проект. Монументальный вход с первых секунд показывает масштаб проделанной работы и то, насколько серьезно Египет подошел к тому, чтобы передать историческую ценность и величие своей культуры. Это страна с невероятно мощным наследием, и здесь это ощущается буквально с каждым шагом. Здесь все продумано до мелочей. Уже на входе есть много удобных мест, где можно просто присесть, остановиться и впитать эту атмосферу. И даже бесплатные питьевые фонтанчики. Можно освежиться и продолжить путь. Это пространство создано не только для просмотра экспонатов.
За счет высоких потолков и современной архитектуры здесь ощущается много воздуха и света. Здесь нет того тяжелого настроения старых музеев, которые усыпляют и утомляют. Наоборот, как будто оказываешься внутри голливудского фильма. Египет за свою непростую историю пережил очень многое. Его наследие грабили, вывозили бесценные артефакты в другие страны, экономика неоднократно разрушалась. Но, несмотря на все это, Египет продолжает развиваться и продолжает доказывать миру, в том числе тем самым государствам, которые вывозили его реликвии, что это великая нация с невероятной силой и духом. И лично я искренне не понимаю, как сегодня можно поддерживать тех, кто выставляет украденные артефакты в своих музеях. Реликвии каждой страны должны принадлежать той земле, где они были созданы. Исключение может быть только одно: когда страна сама привозит свою экспозицию за рубеж, чтобы люди, которые не могут приехать сюда, тоже могли прикоснуться к этой истории. И в таком случае все средства должны возвращаться историческому владельцу артефактов. Потому что наследие — это не просто экспонаты, это память, это идентичность, это душа народа. И все это время мы просто поднимались ко входу в основные залы музея. Представьте, какая невероятная коллекция нас ждет внутри. И посмотрите на эту панораму. Это настоящее чудо архитектуры. И я сейчас говорю не только о самом музее, а о виде на пирамиды, который открывается прямо отсюда. Это восторг, который чувствуешь каждой клеткой. И вот мы у входа в первый зал. На карте видно, что впереди нас ждет 12 разных экспозиций. 12 эпох, 12 историй, 12 взглядов на развитие Египта. Каждый зал посвящен своему периоду, своей культуре и своим символам. И благодаря этому мы можем не просто посмотреть экспонаты, а буквально пройти путь через тысячелетия от древнего наследия к современному взгляду на историю. Если выйти из основного здания музея, то можно попасть в парк, который соединяет его с музеем солнечных лодок Хуфу. Это тихое, просторное пространство под открытым небом, где можно передохнуть, прогуляться и почувствовать связь между разными частями этого огромного исторического комплекса. Как будто история здесь продолжается не только в залах, но и под небом, среди света и воздуха.
Здесь есть зона для отдыха и перекуса. Приятное пространство под открытым небом, где можно просто присесть, расслабиться и перевести дыхание после такой насыщенной эмоциональной прогулки. Здесь есть хороший выбор кафе и ресторанов, магазинов с продуктами и сувенирами. Это место спроектировано так, чтобы вы могли находиться здесь долго и чувствовать себя комфортно на каждом шаге. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и если это видео было полезным или просто передало вам атмосферу, поддержите его лайком. Мне будет очень приятно видеть ваши комментарии и мысли о музее. И если вы хотите видеть больше таких путешествий, подписывайтесь на канал. Пока-пока!